Приветствую всех! В комментариях были два вопроса от одного пользователя на тему. Первый вопрос. Какая наиболее эффективная подача против левши? И второй вопрос. В каких случаях игроки начинают подавать не с левого угла стола, как это делается произвольно, непроизвольно, традиционно, а с правого угла? В каких случаях начинают это делать? Разберем первый вопрос. Какая наиболее коварная подача для левши? Я проанализировал игры левши, также спросил, кто играет левой рукой, какая подача для их наиболее коварная. И мы оба сошлись в мнении, что самая коварная подача — это, во-первых, неожиданная подача, которая производится правшой ему по прямой. То есть вот отсюда сюда, верхняя боковая, если она будет особенно резкая. С чем это связано? Сейчас разбираем. Связано это прежде всего со следующим. Как вы обратите внимание, что примерно 75-80% подач, которые производятся на левшу, они примерно располагаются вот в этой вот области. То есть где-то 0,8%, не процентов, а части стола. То есть для левши все подачи производятся примерно сюда. И если вы примерно посмотрите, то левша принимает все подачи, все короткие подачи, шаг левой вперед, левой приняли, левой приняли. То есть у них все приемы подачи примерно идут с форхенда. Отсюда для их и идет проблема, что в очередную подачу игрок начинает делать замах, интуитивно делается шаг либо вперед, либо немного в сторону, то есть постоянно как бы наваливание на стол. Но подача, если резкая, идет по прямой ему, резкая, особенно если боковая немного сюда вылетающая, и если он еще особенно ее не ждет, то здесь получается, что он просто на нее натыкается. Слева постоянно натыкается. В лучшем случае левша ее просто попадет в стол, просто он ее пассивно откинет. В худшем случае он просто ее откинет. Я буду следить, как... Это в случае, если он ее не ждет. Но для этого, опять же, обращаем внимание, что не 100% эти подачи будут проходить против левши. Нужно, во-первых, обладать очень резкой, очень хорошей подачей. И, во-вторых, нужно смотреть по сопернику, чтобы он не ждал эту подачу. Теперь разберем второй вопрос, который задавал пользователь. Это в каком случае игрок правша начинает подавать сопернику с правого угла. Здесь я тоже, когда прочитал вопрос, начал анализировать этот момент, вспоминать ситуации. И в голову пришла ситуация, которая была на первом туре Суперлиги, когда играл против Смирнова. Что сначала он все подачи традиционно мне подавал с этого угла, я, соответственно, вот стоял здесь, то есть все принимал слева. Слева уже привык принимать, слева прием довольно-таки он у меня более-менее стабильный, когда как в четвертой партии он подачу сменил. То есть все те же самые подачи производил он только с правого угла. Я начал анализировать, почему это происходит. И пришел к выводу, что подать подачу с левого угла по прямой намного сложнее. Для чего подавать подачу по прямой? Чтобы вынудить своего соперника принять подачу справа. Поскольку справа можно принять подачу не так опасно для соперника, не так активно, как слева. Поскольку слева можно, во-первых, и пропилить, кисть хорошо работает, а также можно сделать банан. Именно для этого я и понял, что необходимо уйти в правый угол, поскольку с этого угла сопернику под право подать намного удобнее, во-первых. И во-вторых, даже если будет
с этого угла забегания сюда, то здесь, во-первых, неудобно, во-вторых, когда забегать в этот угол, то есть мяч вылетающий где-то по вот этой вот косой, по этой диагонали, соответственно, даже если принимать здесь его слева, то здесь освобождается весь стол, куда идет атака. А справа, как я уже говорил, активно принять подачу, либо как-то остро ее принять, уже нет такой возможности, как при игре слева. Делаем вывод, что если ваш соперник хорошо принимает подачи слева, и вы не владеете идеальной подачей под право по прямой, то здесь достаточно сложно ее подать, чтобы у соперника не было возможности сюда зайти, то в этом случае меняйте точку, откуда вы подаете, меняете ее на кардинально прямо в правую сторону, и отсюда подаете уже эту же подачу по прямой ему под право. Но обращаю внимание, что подачу подавать нужно, чтобы она была короткая, чтобы она куда-то сюда не вылетала, поскольку здесь уже можно сделать топ-спин. Надеюсь, мой совет будет вам полезен. Всем спасибо за просмотр. До встречи.